Если вы присматриваете для себя бюджетный накамерный монитор, то у меня есть то, что вы ищете. Это новая модель от компании DeskView, модель P5II. Меня зовут Артем Шатенков, я видеограф и фотограф. И в этом ролике не будет интро, потому что я его не сделал. Мы просто начнем знакомство с монитором. P5II — это новый монитор, накамерный монитор, и теперь он находится в начале линейки HDMI мониторов компании DeskView. Его стоимость всего $119 или 6200 рублей по состоянию на 16 ноября 2020 года. Когда я начал рассматривать для себя этот монитор, то не подозревал, что в таком бюджетном мониторе может быть все или почти все, что мне нужно. И он будет полезен любому, кто ищет бюджетный, небольшой, легкий накамерный монитор. В этом видео я расскажу и покажу все, что находится в коробке. Мы ознакомимся с техническими характеристиками, и я покажу интерфейс с функциями этого монитора. Так что же вы получите за эти 6200 рублей? На самом деле довольно много. Давайте откроем коробку и сначала посмотрим на комплект. Теперь посмотрим на сам монитор. У него экран 5,5 дюймов яркостью 800 нит. Обычно у таких бюджетных мониторов 350-450 нит яркости и кнопочное управление. Здесь же есть кнопки для быстрого доступа к функциям сверху, но сам монитор имеет тачскрин, и поэтому мы можем управлять его функциями пальцами. Что находится на мониторе? Снизу выход питания. К нему мы можем подключить пустышку камеры и питать ее от аккумулятора, расположенного на мониторе. Выход на наушники для мониторинга звука. Резьбовое крепление 1/4 для установки на штатив. USB-порт для обновления прошивки монитора и загрузки своих латов. Справа находится еще 1/4 дюймовый винт, к которому крепится кронштейн из комплекта. Сверху находится кнопка включения монитора и 4 функциональные кнопки, которые мы можем переназначить в меню под свои потребности. С левой стороны расположены порт для внешнего питания монитора, например, от V-mount батареи, и два порта HDMI, один на вход, другой на выход. На тыльной части крепление батареи NPF. Я использую NPF 750-770. У нее достаточная емкость 5200 мА, и она достаточно компактная, чтобы монитор мог вращаться вокруг оси на кронштейне, не упираясь в него. На лицевой стороне липучка для крепления козырька. Вещь классная и нужная во время съемок на улице, даже при наличии экрана 800 нит. Посмотрим на интерфейс монитора и пройдемся по его возможностям. По тапу открывается меню быстрого доступа к функциям. И первое — это False Color. Для чего он нужен? Для выставления правильной экспозиции в кадре. Для этого у нас есть два варианта отображения. Первый — Spectrum. Тут мы видим картинку, похожую на тепловизор. И по шкале понимаем, что синий — это тени и черные. Зеленый — это средние тона. А красный — цвета и белые. ARRI. Принцип тот же, но немножко переосмысленный. Дальше есть Zebra. С ее помощью мы также контролируем экспозицию. Можно выставить желаемый уровень и понимать, пересвечен ли объект в кадре, или мы молодцы и правильно все выставили. Есть гистограмма. Она также про экспозицию. Принцип работы тот же, что и в фото. Ничего нового. Waveform — это наша знакомая из монтажных программ. Тут принцип тот же от 0 до 100, от черного к белому, от теней к светам. Можно разделить по RGB, и что удобно с этими окнами, их мы можем располагать в разных местах экрана. Фокус пикинг — это отличная вещь, которой я пользуюсь всегда. Я редко снимаю с автофокусом, так как люблю крутить фокус руками. Так больше контроля и уверенности, что автофокус не перескочит и не испортит мне кадр. А пикинг
Ник помогает мне видеть, где фокус находится. Он подсвечивает резкие участки кадра, которые находятся в зоне фокуса. Мы можем менять цвет подсветки и силу отображения пикинга. Single Color. Честно, не знаю, зачем он нужен. Окрашивает весь кадр в один из 3 цветов или ЧБ. Если вы знаете, напишите в комментах, чтобы я тоже узнал. HDR. Эта вкладка нам нужна, если мы снимаем HLG и чтобы видеть, как картинка будет выглядеть в итоге без засвета. Hotkey. Настройка физических кнопок для быстрого доступа сверху. Zoom. Ну тут все понятно. Зумирование картинки для большей уверенности, что мы не промахнулись с фокусом. Можем увеличить кадр. LUT. Тут мы можем подгрузить с флешки творческие латы, чтобы увидеть картинку в том цвете, в котором мы будем красить наш проект. Или загрузить конвертационные латы для отображения цветной и контрастной картинки, когда мы снимаем в логарифме. Анаморфик. Используем его для дисквиза картинки при съемке с анаморфной оптикой. Есть несколько вариантов коэффициентов под разные стекла. Grid Lines. По-русски забыл, как называется, но не суть. Это линии третей и различные их вариации. Центральная точка или прицел. Здесь у нас находится вкладка с безопасной зоной. Ее мы выставляем, если у нас подразумевается наложение каких-то текстов, инфографики, обозначение спикеров или что-то такое. Тут мы можем сразу кадрировать изображение и отрезать визуально ненужные области. Они, конечно, не обрежутся сами. На посте задаем формат и разрешение проекта и кадрируем изображение уже на монтаже. Поворот экрана. Это нам нужно, например, если мы снимаем сами себя. В данном случае мы переворачиваем монитор на кронштейне и видим себя не вниз головой. Также можно отзеркалить изображение по горизонтали. С правой стороны по свайпу мы регулируем звук, выводимый на наушники. Вверх увеличение громкости, вниз уменьшение. С левой стороны аналогично мы управляем яркостью подсветки монитора. Также есть кнопка меню, по которой открывается доступ к смене языка, сбросу настроек и обновлению прошивки. Здесь также дублируется функция монитора, расположенная внизу в быстром доступе, но здесь кому как удобно, где удобно. В целом я доволен возможностями этого монитора. Его размер в 5,5 дюймов — это та золотая середина, когда ты все видишь, но при этом он не громоздкий. Он легко помещается в рюкзаке и выглядит органично на камере. Помню, у меня несколько лет назад был монитор в 7 дюймов, и тогда я снимал на Sony A6300. И это был диссонанс, потому что монитор больше камеры. Это выглядело странно, и весовой баланс был сильно нарушен. 5,5 дюймов в самый раз. Я надеюсь, вам понравился обзор и видео было для вас полезным. Я оставлю ссылки на сайт DeskView. Там вы можете посмотреть все мониторы, которые они предлагают. А также оставлю ссылку на AliExpress. Там можно купить его. Подписывайтесь на этот канал. Будут еще обзоры техники, различные обучающие видео. Также под видео я оставил ник в Instagram. Там я выкладываю бэкстейджи со своих клиентских съемок и публикую просто красивый визуал. Всем пока, увидимся в следующих видео. И поставьте лайк, пожалуйста, и колокольчик. Где-то, да, тут. Спасибо. Пока.